Hola amigos! Если вы помните, в прошлый раз я рассказывал о том, что мне все-таки удалось найти учебное заведение. В этой серии я расскажу, что же было дальше. Вот my facey, вот my Mikey, let's go! Я начал ходить на курсы по разработке компьютерных игр на Unity в школу Izium и впервые познакомился с программированием на языке C#. Я начал ходить в школу достаточно рано, к 6 годам, но учитывая, что у меня день рождения 15 сентября, на момент поступления мне фактически было 5 лет. На мой взгляд, это негативно отложилось на всем моем обучении. Возможно, на мне отразился так называемый Matthew эффект. Это феномен неравномерного распределения преимуществ. Сторона, уже обладающая преимуществами, продолжает их накапливать и приумножать, в то же время как другая, изначально ограниченная сторона, оказывается обделена еще сильнее и, следовательно, имеет меньшие шансы на дальнейший успех. Дети, которые пошли в школу 7 лет, имеют больше шансов на успех, так как уже старше и, соответственно, более развиты в умственном и физическом плане, чем те, кто пошел в 6. Ведь в таком возрасте разница даже в несколько месяцев может иметь большой эффект на успеваемости. Математика давалась мне с особенным болезненным скрипом. Порой я что-то не понимая в начале, потом просто отставал, потому что чувствовал стыд сказать, что я не понимаю предмет. Приходилось часто заниматься с репетиторами. Лишь после долгих усилий и большого количества затраченного времени я вникал в суть дела и сдавал контрольные экзамены. Понятное дело, что программирование дается мне очень тяжело. Для этого нужно иметь какое-то совершенно другое мышление, которое еще не до конца уловил. Но я не сдаюсь и пытаюсь вникнуть с большим трудом, как и в детстве. Сначала на курсах были основы программирования, где мне в основном все было понятно. Одновременно я использовал достаточно удобную платформу для изучения программирования SoloLearn, которую установил себе на смартфон и изучал в поездках до работы. Потом пошел раздел объективно ориентированного программирования, где я не смог понять вообще ничего. Затем начался курс непосредственно самой Unity. Его вел уже другой преподаватель, который все время неспешно копался в своем смартфончике и обучал нас делать игру в стиле бесконечного раннера, где куб летит вперед, избегая предметы. Делал он это постоянно путаясь, и создалось такое впечатление, что он не совсем в теме. Через какое-то время мои сокурсники начали также негодовать, так как нам начало казаться, что он просто пересказывает нам чей-то туториал из интернета. В какой-то момент нам объявили, что этот преподаватель больше с нами заниматься не будет, так как его вроде как пригласили работать в один известный инновационный центр. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Это как раз пример того, что можешь ждать на пути дополнительного образования. Ты ждешь крутого преподавателя, который сделает тебя темным рыцарем игровой индустрии. Don't kill me, man. Don't kill me. Don't kill me, man. I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? Но Готэм полон сюрпризов. Оценить профессионализм преподавателя в области игровой индустрии довольно сложно, так как у них также, скорее всего, нет профессионального диплома в области игровой индустрии. Парадокс. На смену пришел отличный преподаватель Александр, который продолжил курс по Unity и даже подготовил для нас несколько дополнительных занятий по Blender. Это удобная бесплатная программа для 3D-моделирования, где можно создавать разнообразный трехмерный контент. К слову, у меня уже был многолетний опыт работы в программе 3D Max, но сейчас я работаю только в Blender и настоятельно его рекомендую за удобство моделирования и широкий спектр возможностей. С Александром мы начали создавать новую игру, ремейк игры Excitebike, которая вышла еще в 1984 году на Nintendo Entertainment System. В отличие от оригинала, она была трехмерной и в стиле бесконечного раннера. Это значило, что игрок двигался на одной бесконечной поверхности до первого столкновения.
Так как это была игра из эпохи пиксельной графики, Александр нам также показал очень простую, но супер клевую программу Magica Voxel, в которой можно создавать трехмерные модели из кубиков наподобие пикселей. Это отлично подходило для создания главного персонажа, мотоциклиста из игры Excitebike. Но мы могли создавать любого персонажа на свой вкус, и моего персонажа я сделал крутым байкером. В игру мы начали добавлять элементы уровней, трамплины и препятствия. Если взглянуть на само устройство игры, в виртуальном трехмерном мире наш байкер находился в одной точке, и под ним перемещалась сама дорога, которая состояла из отдельных сегментов. Эти сегменты появлялись перед ним вне зоны камеры и удалялись за ним также в невидимой игроку зоне, что положительно влияло на производительность игры. Сегменты наполнялись препятствиями и элементы уровня в случайном порядке для разнообразия. Программирование такого уровня было довольно сложно для моего понимания, и я по большей части копировал код преподавателя, чтобы просто не отставать. В итоге, из-за упущенного времени и из-за смены преподавателя, мы закончили курс с незавершенной первой игрой. Мы получили дипломы, но игра была совсем сырой. После курсов я продолжил своими силами дорабатывать игру и подключил к ней весь свой творческий потенциал, что значительно улучшило игру в визуальном плане. У нас еще оставался чат нашей группы WhatsApp, и я решил показать сокурсникам мои наработки. Через некоторое время мне написал преподаватель и сказал, что из этого может получиться что-то интересное, и, пожалуй, было бы неплохо доделать эту игру.